Тема эллинистическая философия – это первая часть, всего их будет 3. Эллинистическая философия – это период развития западной философии и древнегреческой философии, соответствующий эллинистическому периоду. Датировка от смерти Александра Македонского в 323 году до нашей эры до сражения при мысе Акций. Эллинистическая философия включает в себя разрозненное интеллектуальное содержание. Нет ни одной философской школы или течения, которые были бы репрезентативными или доминирующими для данного периода с одной стороны, с другой стороны выделяют скептиков, стоиков и эпикурейцев. Классический период в древнегреческой философии начался с Сократа. Как известно, ученик Сократа Платон обучал Аристотеля, который в свою очередь обучал Александра. Повторюсь, эллинистический период начался со смерти Александра в 323 году до нашей эры, за которой последовала смерть Аристотеля в следующем году, в 322 году до нашей эры. В то время как классические мыслители в основном базировались в Афинах, в конце эллинистического периода многие философы переехали в Рим или Александрию. Этот сдвиг последовал за военными победами Рима с середины II века. Захват Сулой Афин в 87 году привел к разрушениям и отправке рукописи Аристотеля в Рим. В конце эллинистического периода становится заметным преобладание древнеримской философии. Перипатетики, киники, киренаики, не только все они были последователями Сократа. На стоицизм Сократ оказал косвенное влияние. Мысль Сократа оказала влияние на многие школы, заставив их сосредоточиться на этике и на том, как достичь процветания, и некоторые из них последовали его примеру путем использования самодисциплины и автаркии, самодостаточности. Согласно Грейлингу, большая незащищенность и потеря автономии той эпохи побудили некоторых использовать философию как средство поиска внутренней безопасности от внешнего мира. Платонизм представляет философию ученика Сократа Платона и философские системы, тесно связанные с ним. Основанная им Платоновская академия продолжала действовать в эллинистический период, пока ее здание не было разрушено римским диктатором Сулой в 86 году до нашей эры. Академический скептицизм – это период, датируемый примерно 266 годом до нашей эры, когда Аркисилай стал главой Платоновской академии. Сторонники академического скептицизма утверждали, что познание вещей невозможно. Идеи или понятия никогда не бывают истинными, тем не менее, существует степени подобия истине, следовательно, степени веры, которые позволяют человеку действовать. Школа отличалась нападками на стоиков и на догму стоиков о том, что убедительные впечатления ведут к истинному знанию. Аркисилай был древнегреческим философом. Он выработал под влиянием философии Перона особое скептическое мировоззрение, опровергавшее учение стоиков и состоявшее в том, что в мире не существует неоспоримого критерия для определения истины, и что всякое положение может быть оспариваемо теми или другими доводами, которые тоже кажутся вероятными. Поэтому достижение абсолютно истинного недоступно человеческому сознанию, и, следовательно, необходимо ограничиться одним только вероятным, что по учению Аркисилая является вполне достаточным для практической деятельности. Основное внимание Аркисилай уделял критике стоицизма. Стоики считали, что достоверно лишь то, что познано разумом, но само познание начинается с чувственного восприятия, которое формирует образ предмета. Вследствие восприятия этого образа формируется сознательное представление о соответствующем объекте, оцениваемое разумом. Сами представления нельзя рассматривать как истинные или ложные, так можно оценивать лишь их субъективную оценку. Скептики ввели понятие каталептического представления, то есть удерживаемого представления, которое истинно не может быть ложным в принципе и не может исходить от несуществующего.
Карниад был греческим философом, он известен как представитель академического скептицизма. Карниад не оставил каких-либо письменных работ, поэтому все, что известно о его взглядах, было получено от его друга и ученика Клитомаха. Карниад был настолько верен своим принципам, что Клитомах признавал, что не мог определить, каковы были его взгляды на ту или иную проблему. Однако это лишь является отражением его главной теории о том, что люди никогда не обладали и не смогут обладать какими-либо критериями истинности. Мы просто оцениваем свои представления как более или менее убедительные, и эта оценка субъективна. Карниад утверждал, что если бы такой критерий существовал, то он должен был бы быть основан либо на разуме, либо на чувствах, либо на понятиях. Однако разум основан на понятиях, которые в свою очередь основаны на чувствах, и у нас нет возможности определить, истинны ли наши чувства, или же они несут неверные представления, порождая ложные концепции и идеи. Таким образом, чувства, понятия и разум одинаковым образом не подходят как критерии истинности. Тем не менее, люди нуждаются в определенных правилах. Хотя невозможно утверждать что-либо как абсолютную истину, мы можем устанавливать различные степени вероятности. И хотя мы не можем утверждать, что те или иные концепции и чувства являются истинными, некоторые чувства кажутся нам более верными, чем другие. И мы должны полагаться на те чувства, которые кажутся наиболее верными. Более того, чувства не являются единичными и, как правило, находятся во взаимодействии с другими чувствами, которые могут либо подтверждать их, либо опровергать. То есть скептицизм Карниада отошел от буквального этического понимания ранних скептиков и стал рассматриваться преимущественно эпистемологически. При этом для практической жизни можно использовать достаточно убедительные представления, но обязательно надо помнить об их вероятностном характере. Как первый теоретик понятия вероятности он различал три ее степени. Первое. Представление просто вероятное. Второе. Представление вероятное, не противоречащее другим представлениям. Третье. Представление вероятное, не противоречащее другим представлениям и всесторонне проверенное. Карниад указывал на необходимость отчетливости рассматриваемых представлений. Сложные представления рассматривал как совокупность простых, при этом проверке должен подвергаться каждый элемент. Важной особенностью подхода является использование в концепции степени вероятности и возможности их сравнения, а также понимание. Даже субъективно наивысшая вероятность не дает гарантии истинности. Соответствующее представление лишь более предпочтительно, чем другие, но заявлять об его истинности недопустимо. Цицерон был римским государственным и политическим деятелем. Философские взгляды Цицерона характеризуются как умеренный скептицизм в основных философских вопросах со значительным влиянием идей стоицизма в этике и политической теории. При этом подчеркивается, что его скептицизм не был самоцелью, а носил сугубо прикладной характер. Сопоставляя различные точки зрения, он стремился приблизиться к истине. Важными заслугами Цицерона является адаптация древнегреческого философского наследия к условиям древнеримского менталитета и особенно изложение философии на латинском языке. Работы Цицерона входят в число самых влиятельных в мировой культуре и представляют собой важнейший источник для пересмотра римской истории. Около 90-го года до нашей эры Антиох из Аскалона отверг скептицизм, уступил место периоду, известному как средний платонизм, в котором платонизм был совмещен с некоторыми перипатетическими и многими стоическими догмами, плюс наблюдался теистический уклон. В этике центральным пунктом являлось уподобление божеству, а в физике различие Бога-творца и благого Бога. Также отмечалось влияние среднего платонизма на философию раннего христианства. Антиох из Аскалона был древнегреческим философом. Главной целью Антиоха, помимо продвижения конкретных доктрин в моральной философии, было исследовать основания нашего знания и наши способности открывать истину. Антиох утверждал, что интеллект сам по себе обладает критерием, с помощью которого он может отличать истину от лжи.
или различать образы. Аргумент скептиков состоял в том, что к каждому истинному понятию может быть присоединено ложное. Следовательно, ничто не может быть определенно известно. И этому аргументу противостояло утверждение, что интеллект содержит в себе эталон истины и лжи. Неоплатонизм – это философско-религиозное, мистическое учение, появившееся в результате деятельности античного философа Платина, написавшего свои философские работы в 245 году нашей эры, которые учат интерпретациям философии и теологии Платона, расширяя средний платонизм, который развился в промежутке веков между классическим платонизмом и неоплатонизмом. Вершиной существования было наличие запредельного первоначала единого или блага, источника всех вещей. Добродетели медитации душа обладает силой возвыситься, чтобы достичь единения с единым, истинной функцией человеческих существ. Амоний Сакас или Сакас был древнегреческим философом. Фундаментальной доктриной Амония является утверждение, что учения Платона и Аристотеля по существу согласуются. Амоний сообщил неоплатонизму синтез идей платонизма о нематериальной душе аристотелизма, о чистом космическом уме перводвигателей и его самосозерцании. Он был первым, кто проявил благочестивое рвение к истине в философии и презирал взгляды большинства. Он хорошо усвоил взгляды каждого из двух философов, Платона и Аристотеля, и подвел их под один и тот же смысл, и передал философию без конфликтов всем своим ученикам. Амоний создал философскую систему, целью которой было синтезировать известные религии, утвердив единый универсальный принцип и общую систему этики. Амоний и его ученики были первыми, кто стал употреблять термин «теософия». Платин был античным философом-идеалистом, основателем неоплатонизма. Платин систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе. Он определил божество как неизъяснимую первосущность, стоящую выше всякого постижения, порождающую собой все многообразие вещей путем эманации и излияния. Поясню. Эманация – понятие античной философии, вектор перехода от высшей сферы универсума к низшим, менее совершенным сферам, то есть распространение избыточной полноты абсолютного бытия за пределы собственного своего бытия. Платин пытался синтезировать античный политеизм с идеями единого. Признавал доктрину метампсихоза, реинкарнацию, на которой основывал нравственное учение жизни, разработал сотириологию, учение об очищении, о спасении души в неоплатонизме. Порфирий был финикийским философом, он редактировал и издавал «Энеады», единственное собрание сочинений Платина. Порфирий писал оригинальные произведения на самые разные темы, от музыки до Гомера и вегетарианства. Его учебник «Введение в логику и философию» был стандартным учебником по логике на протяжении всего Средневековья. Через такие труды, как «Философия от оракула» и «Против христиан», он был вовлечен в полемику с представителями христианства, критиком которого он был. Порфирий проявлял интерес к математическим наукам, он составил жизнеописание Пифагора. Ямблих был античным философом-неоплатоником, учеником Порфирия. Особенностью учения Ямблиха является сочетание платонизма с элементами пифагореизма, мистикой халдейских оракулов и языческими культами. Также Ямблих занимался астрологией, магией, гаданием и практиками экстатического восхождения в сверхчувственные сферы. Ямблих комментировал труды Платона в эзотерическом духе, чем оказал большое влияние на развитие оккультизма. Повлиял на Пико де ла Мирандола, христианских каббалистов. При этом Ямблих отмечал разницу не только между эзотеризмом и религией, но и между эзотеризмом
эзотеризмом и философией. Об эзотеризме надо мыслить эзотерически, а философии по-философски. Большое историко-философское значение имеет у Ямлиха метод комментирования диалогов Платона, трактовка во всех аспектах – этическом, логическом, космологическом, физическом, определивший все позднейшие неоплатонические комментарии и последовательность изучения диалогов. Проклу был античным философом-неоплатоником, при нем неоплатонизм достиг своего последнего расцвета. Для обозрения философии Прокла целесообразно обратиться к его первоосновам теологии, поскольку этот трактат в сжатом виде дает изложение системы неоплатонизма вообще. Прокл стремился обнаружить логическую, метафизическую структуру, в которой единство охватывает, но не душит разнообразие. Он предположил лежащее в основе универсума единство сущего и самого себя – «я», но стремился утверждать разнообразие мыслей и существования. Это привело его к пониманию вещей как различных видов одного общего целого, каждая часть которого есть постигающие остальные, но своим собственным особенным ограниченным способом. Есть последовательные уровни осознания, мысли, существования, которые выстраиваются от уровня обычного опыта, где мы постоянно сталкиваемся с мимолетным пониманием столь же мимолетного мира, до того последнего уровня, где мы созерцаем первоначало и полное целое, неразличенным сверху интуиции. Рассудок, которому помогает воображение, поднимает нас к тому высшему состоянию, которое есть сразу же и основание религиозных и этических ценностей. Прокл интересовался интегрированным пониманием природы вещей, задающий вопросы о том, как и что именно мы знаем, наше восприятие и верование вызывают вопросы вида, каково начало познания, какова природа ума, вещей, которые мы мыслим и чувствуем, сущего. Для Прокла даже вопросы о добродетели, моральном суждении, действии, Боге, вере и спасении все разъясняются через отнесение к вопросам об их началах и природе. Система Прокла сложна, и он использует очень технические термины, большинство из которых имеет корни в трудах Платона, Аристотеля и Плотина. Существуют различные комплексные концепции о нашей среде и о наших «я», не потому что люди необходимо имеют яркие мечты, но потому что сама по себе реальность сложна. Наличие в нас проблеска знания означает некоторое единство между нашим умом и объектами мысли. Кроме того, единство существенно для тождества вещей, и без этого они были бы немыслимыми и концептуально нереальными. Единое есть изначальный абсолют, и оно фундаментально для интеллигибельности и существования. Мыслитель, мысли и сущее есть нечто одно. Вещи не разъединены, но распределены по уровням постоянно увеличивающегося единства. Следовательно, вопросы о различных видах бытия, познания, благи и так далее становятся вопросами об уровнях. Для неоплатоника понимание такой схемы вещей есть залог продвижения к благой жизни и достижения того, что со дней Платона восхваляли как цель человеческих стремлений – истинное счастье. Привет! Я продолжаю говорить об эллинистической философии, это вторая часть. Киренаики – это представители греческой философской школы, основанной в IV веке до нашей эры, последователи Аристиппа. Киренаики верили, что удовольствие – это основа, и что удовольствие освобождает человека от беспокойства о будущем и сожаления о прошлом, оставляя его в душевном покое. Особенностью учения киников было неприятие норм поведения, пренебрежение к внешнему виду и мнению толпы. В целом, мысль киников была основана на том, чтобы жить с минимальными потребностями в соответствии с природой. Первым киником был Антисфен, который был учеником Сократа. Его последователем был Диоген. Учение предусматривало, что удовольствия, предоставляемые природой, которые немедленно доступны, приемлемы. Киник Кратет Фиванский утверждал, что философия – это поесть немного фасоли и не о чем больше заботиться.
Антисфен был древнегреческим философом. По мнению ряда ученых, он был родоначальником и главным теоретиком кинизма, одной из знаменитых сократических школ. Для Антисфена и его последователей залогом счастья было следование законам добродетели. Антисфен отстаивал необходимость быть самодостаточным, что в свою очередь предполагало умение ни в чем не нуждаться. Благодаря самоограничению и отказу от материальных благ человек становится независимым. Такие внешние атрибуты, как слава, престиж и роскошь, лишают самодостаточности, автарки и добродетели, неотъемлемых предпосылок счастья. На вопрос, о чем должен мечтать человек, Антисфен ответил: «Блаженнее всего для человека умереть счастливым». Таким образом, для философа предпосылкой бессмертия была благочестивая и праведная жизнь. Диоген Синопский был древнегреческим философом. В своем учении Диоген продвигал аскетизм, отказ от земных благ, независимость и самодостаточность. Диоген по своей сути отрицал понятие местных законов и не ассоциировал себя со своим местом жительства и утверждал, что есть только закон природы, которому необходимо следовать. Диоген был склонен к эпатажу. Как-то Диоген закричал: «Эй, люди!» Когда сбежался народ, Диоген напустился на него с палкой, так как звал людей, а не мерзавцев. Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию, его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьи, и вокруг собралась толпа. «Вот, афиняне, цена вашего ума», — сказал им Диоген. «Когда я говорил вам умные вещи, никто не обращал на меня внимания, а когда защепетал, как неразумная птица, вы слушаете меня, разинув рот». Отношение Диогена к афинянам проявилось в эпизоде, когда философ днем зажег фонарь и пошел по улицам. На вопросы, что он делает, следовал ответ: «Ищу человека». Также есть легенда о том, что жители Коринфа, услышав о приближении армии царя Македонии Филиппа II, начали подготовку к осаде. Кто готовил оружие, кто таскал камни, а Диоген начал катать вперед-назад свой большой керамический сосуд для хранения продуктов, чтобы не казалось, будто он один бездельничает, когда столько людей работает. Также есть история о том, что как-то в Коринфе находился Александр Македонский, к нему приходили многие политики и философы. Александр предполагал, что среди прочих его посетит и Диоген. Однако философ спокойно проводил время в пригороде Коринфа, нисколько не интересуясь присутствием в городе Александра. Тогда Александр решил посетить Диогена сам. В это время философ грелся на солнце. Слегка приподнявшись при виде множества приближающихся людей, Диоген пристально посмотрел на Александра. Александр сказал: «Проси у меня чего хочешь, отойди, ты заслоняешь мне солнце», — сказал Диоген и продолжил греться. Минип Гадарский был философом-киником, известным сатириком. Минип был рабом. Купив иванское гражданство, он стал ростовщиком и сильно разбогател, а разорившись, покончил жизнь самоубийством. В своих произведениях Минип широко использовал фантастические реалии, путешествия в подземное царство, полет на небо, посредством которых высмеивал своих противников и их философские школы. Сатира Минипа часто шуточна по форме, но серьезно по содержанию. За умение говорить о серьезном легко и с юмором Минип получил прозвище «серьезно смешной». Перипатетики – это ученики-последователи Аристотеля, которые поддерживали и развивали его философию после его смерти. Они выступали за изучение мира, чтобы понять конечную основу вещей. Целью жизни было процветание, возникшее из добродетельных поступков, которые состояли в поддержании среднего между двумя крайностями – слишком большим и слишком малым. Теофраст или Феофраст был древнегреческим философом, естествоиспытателем, теоретиком музыки. Теофраста называют отцом ботаники. Ботанические труды Теофраста можно рассматривать как свод в единую систему познаний, практиков сельского хозяйства, медицины и работ ученых античного мира в этой области. Теофраст был основателем ботаники как самостоятельной науки. Наряду с описанием применения растений в хозяйстве и медицине он рассматривал теоретические вопросы. Стратон
Стратон по прозвищу Физик был древнегреческим философом и физиком. Стратон считал, что природа – сила, неотделимая от материи. Он отрицал Бога и душу как самостоятельно действующих агентов. По словам Цицерона, Стратон полагал, что вся божественная сила заключается в природе, которая заключает в себе причины рождения, увеличения, но лишена всякого чувства и вида. Природа у Стратона – самопроизвольная, самодостаточная сила, лишенная сознания и личности, не подчиненная никаким внешним формам и целям. Большинство работ Стратона относится к физике. Главной силой в природе Стратон считал тяжесть, которая, по его мнению, упорядочивает космос и является источником движения. Подобно Демокриту, Стратон признавал существование пустоты, считая, что она разделяет между собой частицы, из которых состоит вещество, так он объяснял сжимаемость тел. Большое внимание Стратон уделял психологии. Он полагал, что душа локализована в передней части головы, между бровями. Душа считалась источником мышления, восприятия и ощущений, в то время как органы чувств лишь посредниками в передаче ощущений. По мнению Стратона, восприятия могут сохраняться в душе в течение некоторого времени, мышление есть движение восприятий, при этом мы не можем мыслить ничего, что ранее не было нами воспринято. Пиранизм – это философская школа скептиков, основанная в первом веке нашей эры Энесидемом, учение которое изложено Секстом Эмпириком в конце II или начале III века нашей эры. Цель пиранизма – атараксия, душевное спокойствие и невозмутимость, которая достигается посредством приостановки суждения о неочевидных вещах, то есть вопросах веры. Поскольку Пирон путешествовал в Индию, некоторые историки полагают, что пиранизм был сформирован под влиянием буддизма. Пирон был древнегреческим философом, основателем античного скептицизма. Пирон считал, что счастье заключается в спокойствии, которое может дать лишь скептицизм. Основное внимание он уделял именно этой этической концепции. 3 главных вопроса и ответа, данные Пироном. Какими являются качества вещей? Мы этого не знаем. Онтологический аспект. Как мы должны вести себя по отношению к вещам? Поскольку мы не знаем качеств сути вещей, мы должны воздерживаться от суждений по их поводу. Гносеологический аспект. Каковы следствия нашего поведения по отношению к вещам? Воздержание от суждений дает покой и счастье. Этический аспект. Сам философ считал важным последний тезис, но его последователи постепенно переключились на первый тезис, поскольку именно он обосновывает весь скептицизм как таковой. Нельзя не заметить явное сходство вопросов и ответов Пирона с положениями буддизма. Пирон придерживался того мнения, что ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым, так как в себе все одинаково безразлично, и поэтому оно не в большей степени одно, чем другое. Поэтому все вещи не только неразличимы, но и неисследуемы и неопределимы, а все наши мнения и ощущения не являются ни истинными, ни ложными, не следует им верить. Все они одинаковое, различное являются произвольными человеческими установками и обычаями. Вещи недоступны для нашего познания, на этом основан принцип воздержания от суждений, при использовании которого человек ничего не отрицает и не утверждает. По мнению Пирона, это состояние приводит затем к атараксии, в качестве же практически нравственного идеального метода отсюда выводится бесстрастие. Тимон Флеазийский был философом-скептиком, учеником Пирона. С его точки зрения, достоверное познание возможно лишь через непосредственное восприятие. Он разделял позицию Пирона равносильности всех суждений по поводу истинной сути вещей и принцип воздержания от суждений. Энесидем был греческим философом первого века до нашей эры. Энесидем называл себя последователем Пирона. Высшим благом Энесидем, как и другие скептики, считал невозмутимость, атараксию, достижение которой возможно при воздержании от суждений, претендующих на истинность. Чтобы показать невозможность истинного знания, основанного на восприятии или наблюдении, Энесидем последовательно излагает 10 аргументов. Разные живые существа чувствуют по-разному, и совершенно невозможно понять, кто чувствует правильно. Среди людей также не существует единства, их чувства, их отношения к одним и тем же вещам настолько различны, что нет смысла доверять ни своему, ни чужому суждению.
Один человек имеет несколько разных органов чувств, свидетельства которых различны, и непонятно, какому нужно отдать предпочтение. Состояние человека постоянно меняется, и в зависимости от этого он выносит разные суждения. Суждение или оценка ситуации также зависят от обычаев того народа, к которому человек принадлежит. Эти оценки могут быть прямо противоположны. Ни одна вещь не является в чистом виде, но всегда воспринимается в смешении с другими вещами. Поэтому ни о чем нельзя сказать, что оно есть на самом деле. Вещи представляются различными в зависимости от места, которое занимают. Вещи различны в зависимости от их количества и качества. Восприятие вещей зависит также от того, насколько часто они встречаются. Суждение о вещи выражает не ее саму, а ее отношение к другим вещам и к воспринимающему. Все 10 аргументов свидетельствуют о необходимости воздерживаться от суждений, поскольку составленные на основании чувств суждения имеют лишь относительную ценность и не могут быть ни однозначно истинными, ни однозначно ложными. Энесидем находил у Гераклита предпосылки скептического подхода, уточняя, что на самом деле противоречие относится к мнению, а не к реальности. Секст-эмпирик указывал, что Энесидем во многом воспроизводил учение Гераклита, так как основой его аргументации являлось указание на изменчивость, текучесть вещей. Секст-эмпирик был древнегреческим врачом и философом, представителем классического античного скептицизма. Секст-эмпирик систематизировал основные понятия и методы скептической философии, такие как положение о равной достоверности противоположных суждений, невозмутимость воздержания от суждения, бесстрастие. Секст-эмпирик окончательно оформил скептицизм, придав ему завершенность. Скептицизм стал именно скептицизмом благодаря сексту-эмпирику, который применил принципы сомнения к самому скептицизму. Это единственная философская позиция, которая сомневается в самой себе. Скептицизм – философия парадигмально отличающаяся от других философий, поскольку не несет никакого положительного содержания в принципе. Основной метод скептика – использование принципа непротиворечия. Секст-эмпирик описывал, на что он опирается в своей жизни в виде схемы. Скептик, как и все люди, ощущает и мыслит. Скептик подчиняется требованиям телесных аффекций, нужд организма, если хочет пить, пьет и так далее. Скептик следует принятым традициям, законам и установлениям. Скептик может обучаться профессии. Эпикуризм, эпикурейство – философское учение, которое было основано Эпикуром в III веке до нашей эры. По данному учению предполагается, что чувственные переживания не могут быть ложными, даже если они могут вводить в заблуждение, поскольку они являются продуктом взаимодействия мира с нашим телом. В данном философском учении высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог, а также избавление от страха. Эпикур был древнегреческим философом-основателем эпикуризма. Эпикур и его последователи были известны тем, что ели простую пищу и обсуждали широкий круг философских вопросов. Для Эпикура целью философии являлась помощь людям в достижении счастья, безмятежной жизни, характеризующейся атараксией и отсутствием боли. Он утверждал, что люди лучше всего могут заниматься философией, проживая самодостаточную жизнь в окружении друзей. Он учил, что корень всех человеческих неврозов заключается в отрицании смерти и в склонности всех людей предполагать, что смерть ужасна и болезненна, что в свою очередь приводит к ненужному беспокойству, эгоистичному самозащитному поведению и лицемерию. Согласно Эпикуру, смерть есть конец и тела, и души, и поэтому ее не следует бояться. Эпикур учил, что хотя боги и существуют, они не участвуют в человеческих делах. Он считал, что людям следует вести себя этично не потому, что боги накажут или наградят их за их действия, но потому, что аморальное поведение будет обременять их чувством вины и мешать им достигнуть атараксии. Привет! Я продолжаю говорить об эллинистической философии. Это третья и последняя часть. Стоицизм был основан Зеноном Китийским, сформированный на этических идеях киника. Стоицизм учил, что цель жизни
жить в соответствии с природой. Стоицизм продвигает развитие самоконтроля и силы духа как средство преодоления деструктивных эмоций. Зенон Китийский или Зенон Стоик был древнегреческим философом. Учение Зенона характеризуется преимущественным вниманием к обоснованию внутренней независимости личности. Этика строится на основе учения о природе, именуемого физикой. Согласно Зенону, миром управляет некая сила фатум, однако сам мир есть живое целое, пронизанное пневмой, космическим дыханием. В человеческом поведении первичным является движение души, определяющее причины отдельных человеческих действий. Зенон вслед за Гераклитом основой сущего провозглашал огонь, который он отождествлял с логосом. На первое место в философии он ставил логику, цель которой научить людей правильно судить о вещах и избавить их от заблуждений. Логика, говорил Зенон, это как бы ограда, защищающая сад, в котором деревья – это физика и плоды – этика. Именно он ввел термин «логика» для обозначения самостоятельной науки о мышлении взамен термина «аналитика», который употреблялся Аристотелем. Зенон был номиналистом. В мире, учил он, существуют только единичные вещи, которые воздействуют на чувства человека. Возникающие в результате воздействия, ощущения, представления – это отпечатки единичных вещей в душе человека, которые также телесны. Они истинны тогда, когда вещь как бы принудительно добивается согласия. Такие представления Зенон называл каталептическими. Они как бы схватывают человека, соединяют мысленный образ с реальным предметом. Клеанф был греческим философом-стоиком, представителем ранней древней стои. Из-за его многочисленных сочинений, кроме мелких отрывков, сохранен стабеем гимн к Зевсу. Это самый большой текст, дошедший до нашего времени от древней стои. В этом произведении Вселенная предстает одним большим живым существом, душа которого – Бог, а сердце – Солнце. Клеанфу принадлежит переведенное на латынь Сенекой выражение «желающего судьба ведет, не желающего тащит». Хрисип из Соу был философом-представителем ранних стоиков. Хрисип создал учение о периодическом сожжении возрождения мира божеством. В этике Хрисип утверждал единство души и, в отличие от Зенона Китийского, видел в страстях не следствие ошибочных суждений, а сами ошибочные суждения. Вместе с Зеноном провозглашал идеалом добродетельной жизни жизнь в согласии с природой. Панетий Родосский был древнегреческим философом. Философские интересы Панетия по преимуществу психологические и этические. Конечная цель – это жизнь согласно природным побуждениям, к которым относятся познание мира, общение с другими людьми, возвышение собственной души, упорядочение жизни. Все, что природа требует от человека, разумно, а поэтому прекрасно. Панетий признавал кардинальные добродетели – мудрость, справедливость, умеренность и мужество. Однако последнее связывалось с доблестью и обобщало благочестие, верность, серьезность, твердость. Луций Аней Сенека, Сенека-младший или просто Сенека, был римским философом, стоиком, поэтом и государственным деятелем. Будучи стоиком, Сенека настаивал на телесности всего сущего, однако верил в возможность безграничного развития человеческого знания. Основу для душевного равновесия Сенека искал в пантеистических воззрениях стоической физики или натурфилософии. В отличие от классического стоицизма, в философии Сенеки присутствует четкий религиозный элемент, а мысли Сенеки сильно совпадали с христианством.
Эпиктет был древнегреческим философом-стоиком. Эпиктет продвигал идеи стоицизма. Что касаемо Вселенной, Вселенная у Эпиктета наилучшая из возможных. Она предстает как сочетание двух начал – разумного логос и созидающего природа. Логос отвечает за единство и порядок мироздания, в результате чего природа, управляемая законами, оказывается разумной и познаваемой. Что касаемо Создателя Вселенной, Бога, Эпиктет считал, что Бог, создавший мир и управляющий им, бесконечно благ и мудр. Лучи его благой мудрости отражаются в разуме человека. Что же есть сущность Бога? Плоть? Ни в коем случае. Земля? Ни в коем случае. Ум, знание, разум правильный. И потому истинное назначение человека в том, чтобы развивать в себе это божественное начало, логос, исполнять волю Бога. По поводу свободы, главная задача Эпиктета – научить, как при любых обстоятельствах сохранять свободным свой внутренний мир. Основное, из чего следует исходить, это подчиниться Божьей воле, исполнить ее, соответственно, это значит быть свободным. Марк Аврелий Антонин был римским императором, философом, представителем позднего стоицизма, последователем Эпиктета. Будучи представителем позднего стоицизма, Марк Аврелий наибольшее внимание в своей философии уделял этике. Марк Аврелий усматривал в человеке три начала, добавляя к душе и телу интеллект или разум или нус. Марк Аврелий считал ведущим началом разум. Разум нус представляет неиссякаемый источник импульсов, необходимых для достойной человека жизни. Нужно привести свой разум в согласие с природой целого и достигнуть благодаря этому бесстрастия. В согласии со всеобщим разумом заключено счастье. Неопифагореизм – эклектическое философское направление в греческой философии, соединившее элементы пифагореизма с философией Платона, Аристотеля и стоиков. Неопифагореизм придавал значение методам математического символизма, тесно переплетаясь со средним платонизмом. Неопифагореизм опирался на такие классические платоновские и пифагорейские категории, как единое, многое, монада, диада, тождество, различие, четное, нечетное, точка, линия, плоскость, тело. В области этики неопифагорейцы развивали идеалы аскетизма и катарсиса. Катарсис – это процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения, в том числе через искусство или сопереживание при восприятии произведений искусства. Также важно отметить, что неопифагореизм считал первоначалом не ум, а монаду, диаду. Эллинистический иудаизм – современный термин, обозначающий те формы древней иудейской религии жизни, для которых была характерна включенность в феномен эллинизма. Его главным представителем был Филон Александрийский. Филон Александрийский был богословом, апологетом иудаизма и религиозным мыслителем. Философское учение Филона сводится к богословию. Бог выше всякого понимания. Только тот, кто отрешается от всего конечного, от мира, от себя самого, от своих чувств и своего разума, находит Бога. Для Филона Бог не подобен миру или небу или человеку. Существует вне времени и пространства и не имеет человеческих атрибутов и эмоций. Не имеет никаких эмпирических качеств. Невыразим, недоступен человеческому разумению, неизменен, всегда существует, ничему не причастен, довольствуется собой, не может никогда исчезнуть. Его сущность не может быть определена. Мы можем сказать, что он существует, но не знаем, каков он, не имеет никаких черт, схожих с другими существами. Филон помещает Бога вне мира и считает его единственной активной силой мира. Он является создателем всего, единственной причиной всего сущего.
скептическое христианство было попыткой примирить христианство с греческой философией. Климент Александрийский был христианским богословом, апологетом, проповедником и философом. Климент обосновывает необходимость философии для церкви. Он пишет, что сам Бог даровал философию как инструмент богопознания, пророчество и философствование неравнозначны, хотя взаимно дополняют друг друга. Они подготавливают душу к истине, к познанию логоса. Иными словами, философия необходима как интеллектуальная града божественного откровения. Климент подвергает решительной критике взгляды тех, кто полагает, будто философия – это пустое мирское мудрствование, от которой одни смятения в душах. Климент первым отчетливо ставит проблему соотношения веры и разума как путь преодоления античного скептицизма. Вера – это непосредственное восприятие знания. Цель верующего заключается в познании Бога, в гносисе, то есть знании мистическом и духовном. Климент ввел в богословие понятие града небесного и града земного, которые впоследствии были развиты блаженным Августином. С Августином он разделял вопрос о допустимости восстания против безбожного правительства, каково было, например, восстание иудеев против фараона. Климент расходится с воззрением о греховности богатства. По его мнению, богатство само по себе никак не влияет на спасение души, ведь имуществом можно распорядиться и по-хорошему, и по-плохому. Писание требует от нас не отказа от собственности, но отказа от чрезмерной привязанности к собственности. Ориген Адамант был греческим христианским теологом, философом, ученым. Ориген выступал сторонником идеи конечного спасения всего сущего, апокатастасис. Это восстановление творения до состояния совершенства. В христианстве это форма христианского универсализма, которая включает в себя конечное спасение всех, включая проклятых в аду и дьявола. Что касаемо Бога, Творца, для Оригена Бог – это действующее провидение. Христос является образом Бога Отца, Спаситель наш есть образ невидимого Бога Отца. По отношению к самому Отцу Он есть истина, по отношению же к нам, которым Он открывает Отца, Он образ, через который мы познаем Отца. Аврелий Августин, блаженный Августин, был богословом, философом. Аврелий Августин считал, что Бог сотворил материю и наделил ее различными формами, свойствами и назначениями, тем самым сотворив все сущее в нашем мире. Деяние Бога есть благо, а значит и все сущее, именно потому, что оно существует, есть благо. Зло не субстанция материя, а недостаток ее, порок и повреждение, небытие. Бог – источник бытия, чистая форма, наивысшая красота, источник блага. Мир существует благодаря непрерывному творению Бога, который перерождает все умирающее в мире. Бог бестелесен, а значит божественное начало, бесконечное, вездесущее. Сотворив мир, Он позаботился о том, чтобы в мире царил порядок, и в мире все стало подчиняться законам природы. Человек создавался Богом как свободное существо, но, совершив грехопадение, сам выбрал зло и пошел против воли Бога. Так возникает зло, так человек становится несвободным. Человек не свободен и не волен ни в чем, он всецело зависит от Бога. Время – это мера движения и изменения. Мир ограничен в пространстве, а бытие его ограничено во времени. Размышляя о времени, Августин пришел к концепции психологического восприятия времени. Ни прошлое, ни будущее не имеют реального существования. Действительное существование присуще только настоящему. Прошлое обязано своим существованием нашей памяти, а будущее нашей надежде. Настоящее – это стремительное изменение всего в мире. Человек не успеет оглянуться, как он уже вынужден вспомнить о прошлом, если он в этот момент не уповает на будущее. Таким образом, прошлое – это воспоминание, настоящее – созерцание, будущее – ожидание или надежда. Время обладает длительностью, которая характеризует продолжительность всякого движения и изменения. Вечность, она не была, не будет, она только есть. В вечном нет ни приходящего, ни будущего.
В вечности нет изменчивости и нет промежутка времени, так как промежутки времени состоят из прошедших и будущих изменений предметов. Вечность – мир мыслей, идей Бога, где все раз и навсегда.